Представь себе холод, который не просто морозит кожу, а прожигает смысл, легенду, которая не наказывает и не воспитывает. Она просто приходит и забирает тех, кто не готов. Ее зовут Грила. Грила – мать зимы из исландского фольклора. Древний образ, рожденный в мире, где зима означала голод, а выживание не право, а редкую привилегию. Сегодня мы разберем миф о Гриле не как страшную сказку для детей, а как философскую модель выживания, актуальную даже сейчас. Слушай внимательно. Эта история ближе, чем кажется. В легендах Исландии Грила живет в горах. Она появляется, когда ночь длиннее дня, когда ресурсы на исходе, когда ошибка стоит жизни. Она не демон, не ведьма и даже не злодей. Грила – это зима, принявшая форму. Современный человек ищет в мифах мораль. Хороший – награжден, плохой – наказан. Но мифы старше морали. Грила не делает выбор. Она не испытывает злобы. Она действует так же, как мороз, лавина или буря. Она просто есть и меняет реальность. В легенде Грила ест. Это пугает современного слушателя. Но в древнем мире это было не жестокостью, а фактом. Зима уносила тех, кто не мог добыть пищу. Грила пожирает не плохих, а лишних с точки зрения выживания самой системы. Часто говорят, Грила ест непослушных детей. Но это искажение. В архаическом мышлении ребенок – это не возраст, это зависимость. Тот, кто не может прокормить себя. Зима всегда забирала зависимых. Не из злобы, а потому что ресурсы конечны. Грила – мать, но не та, что сидит у очага. Она мать зимы. Она рождает юльских парней, духов длинных ночей, мелкие формы хаоса. Она управляет циклом. Что-то выживает, а что-то нет. Йольские парни, Йольский кот, Карачун, точка сжатия света. Это не набор сказочных персонажей, это одна система, разложенная на образы. Голод, отбор и проверка готовности. Модель выживания, рассказанная языком мифа. Когда исчез голод, миф потерял контекст. Грила упростили, сделали просто злой великаншей. Пугалом для детей. Но вместе с этим исчез и главный смысл. Мир не обязан быть мягким. Мы живем в мире кажущегося изобилия. Но зима возвращается в виде кризисов, выгорания, катастроф. Грила напоминает, жизнь не гарантирована.
И единственное, что имеет значение, это готовность. Грилла не зло, она предупреждение. Забытая легенда, философия и история в одном образе. Сказка на ночь, которая возвращает чувство реальности. Если хочешь, я расскажу одну из самых старых версий этой истории полностью. Подпишись и оставайся с нами. Ночь только начинается.